Сегодня вы заказали товар с другого конца света, и он пришел за 2 дня. Вы не задумались ни секунды. Но если бы вы родились всего несколько сотен поколений назад, этот товар шел бы к вам пешком. 300 тысяч лет каждое путешествие человека происходило именно так. Без колес, без лошадей, без карт, только ноги, грязь, камни и горизонт, который уходил дальше, чем вы могли представить. Как ваши предки обошли весь мир пешком? И почему ваше тело до сих пор носит в себе следы того пути? Ответ гораздо страннее, чем кажется. Вы не самое быстрое существо на планете. Гепард разгоняется до 113 км в час. Лошадь бежит 48. Вы едва дотягиваете до 24. И то лишь на несколько секунд. Но скорость никогда не была вашей главной силой. Вы можете пройти 32 км за день, поспать и повторить это завтра, и послезавтра, и через неделю. Ни одно другое животное на Земле не способно на это. Ваши своды стоп работают как пружины. Ахиллово сухожилие накапливает энергию и возвращает ее при каждом шаге. Связка на задней стороне шеи удерживает голову устойчивой, пока тело движется. У вас 2 миллиона потовых желез, которые охлаждают организм, пока другие животные перегреваются и падают. Вы созданы не для скорости. Вы созданы для того, чтобы не останавливаться. В 1978 году палеоантрополог Мэри Лики обнаружила в Лаэтоле цепочку следов, отпечатавшихся в вулканическом пепле 3,6 миллиона лет назад. 2 существа шли прямо бок о бок. Это самые древние известные следы прямоходящей ходьбы. И они выглядят почти так же, как ваши следы сегодня. Миллионы лет ходьба была единственной технологией передвижения человечества. И этого было достаточно. Но ходьба хороша лишь до тех пор, пока на пути не появляется препятствие. Река может полностью остановить вас. А рек было повсюду. Они пересекали пути миграции, охотничьи территории и торговые маршруты на протяжении сотен тысяч лет. Первые лодки, вероятно, были очень простыми. Упавшее дерево или связка тростника. Кто-то однажды ухватился за плавающее бревно, чтобы переплыть ручей, и не утонул. Это и стало настоящим прорывом. Дальнейшее развитие уже было осознанным. Около 70 тысяч лет назад климат сдвинулся. Пустыни стали влажнее. Открылась зеленый коридор. И ваши предки пошли по нему. Они двигались вдоль побережья. Рыба, моллюски, водоросли. Вдоль берега была еда, которую не нужно было преследовать. Океан был слева, земля была справа. Каждый день рассвет показывал им направление. Но в какой-то момент они остановились. Перед ними лежал пролив Баб-эль-Мандеб. 13 километров воды между Африкой и Аравией. Сегодня вы бы пересекли его на пароме за полчаса, но тогда не было паромов. И все же они перешли. Возможно, на плотах из тростника. Возможно, по перемычке во время ледникового периода, когда уровень моря был ниже. Генетик Сванте Пааба, изучая древнюю ДНК неандертальцев, показал, что наши предки встречались с другими видами людей на этом пути. Они скрещивались. Ваш геном на 2% состоит из неандертальской ДНК. Это значит, что ваши предки не просто шли, они адаптировались, они впитывали знания чужих земель. Дальше путь разделился. Одна ветвь пошла вдоль южного побережья Азии, они двигались со скоростью примерно километр в год. За поколение, за всю жизнь одного человека это было незаметно, но за 1000 лет это становилось сотнями километров. Они достигли Индии, затем Индокитай, затем Индонезию. И вот тут стоит остановиться. Перед ними лежали острова, Валеса, линейка Земли, отделенные десятками километров открытого океана. Сегодня вы бы сказали, что это невозможно без кораблей. Но археологи нашли орудия труда на этих островах возрастом 50 тысяч лет. Ваши предки пересекли океан. На плотах, на бревнах, связанных лианами. Они не были мореплавателями в нашем понимании. Они были выживальщиками, которые смотрели на воду и видели не преграду, а путь. Антрополог Крис Стрингер называет это величайшим технологическим скачком древности. Не колесо, не металл, а способность посмотреть на горизонт и решить, что там за водой есть жизнь. Около 65 тысяч лет назад люди пересекли морской путь из Юго-Восточной Азии в Австралию. Для этого нужно было проплыть не менее 100 километров по открытому морю. Они не знали, что открывают новый континент. Они просто следовали за рыбой за горизонт. Каждый из этих прорывов занимал тысячи лет. Примерно 15 тысяч лет назад, когда ледники отступили, группа людей двинулась через Берингию. Сухопутный мост, соединявший Сибирь и Аляску. Они шли тысячи лет, не подозревая, что пересекают границу между континентами. За 2000 лет они достигли южной оконечности Чили. Они шли в никуда. Но задайте себе вопрос, почему они вообще шли? Что заставляло человека
покидать родную долину? Ответ кроется в вашей голове. Ваш мозг жаждет новизны. Дофаминовые пути реагируют на незнакомые пейзажи так же, как на награду. Ваши предки шли не потому, что были храбрее вас. Они шли, потому что их мозги заставляли их искать новое, искать дальний горизонт. Каждый новый рассвет был для них всплеском ожидания. И вот парадокс. Тот же самый механизм, который раскидал людей по всему миру, сегодня заставляет вас бесконечно листать ленту в телефоне. Ваш мозг ищет новизну, но вместо долин он находит короткие видео. Вместо незнакомых горизонтов — уведомления. Вы до сих пор кочевник. Просто ваш маршрут проходит через экран. Ваши ноги стоят на месте, но ваш мозг все еще идет. Вернемся к вашей посылке. Сегодня вы заказали товар с другого конца света, и он пришел за 2 дня. И тот же самый мозг, который позволил вашим предкам пройти через горы и пересечь океан на бревне, позволил вам нажать кнопку и не задуматься ни секунды.